И всем привет! С вами, как всегда, я, Теоджу. Сегодня я бы вам хотел рассказать про пустоту. Да, я говорю про ту самую пустоту в космосе. То же самое, что и Майнкрафт, ну и другие игры. Ну что же, мы начнем. Сначала не забудь поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Если ты это уже сделал, то поехали! Вообще, пустота называется войдом. Но что вообще такое войд? Это обширные области между галактическими нитями, в которых отсутствуют или почти отсутствуют галактики и скопления. Войды обычно имеют размер порядка 10 по 100 МПК. Наиболее крупные космические пустоты именуются супервойдами. Средняя плотность материи в них менее 10 доли от типичной для наблюдаемой Вселенной. Самый первый вопрос, который я себе задал, когда узнал про пустоту, так это чем она заполнена? И после того, как я задался этим вопросом, я узнал, что космос пронизан потоками элементарных частиц, заполнен всякого рода электромагнитными колебаниями и гравитационными полями. Если ты ничего не понял, то просто я тебе скажу, что там ничего нет. Просто пустота. Точнее, void. А вот скажите мне, вы знаете, что такое супервойд? Ну, или точнее, суперпустота? Нет? Так я тебе скажу, что гигантский void, также известный как гигантский void в NGH, супервойд гончих псов и LP-36. Чрезвычайно большая область пространства с очень низкой плотностью галактик в созвездии гончих псов. То есть, ты представляешь, что там просто ничего нет. Если ты туда попадешь, то ты как будто окажешься в темной комнате. И выбраться оттуда тебе не судьба. Понятное дело, ты можешь. Но если ты особенно появился в середине, то ты скорее всего умрешь от переляку. Ну а если не помрешь, то тебе нужно будет много лет, чтобы оттуда выбраться. Вот знаете, я думаю, вы никогда не задавались таким вопросом. Ну, точно, я уж не задавался. Так и да, как ощущается пустота? Ощущение пустоты отличается от ощущения одиночества, которое переживают обычные люди. Одиночество характеризуется болезненной тоской по вымышлению объекту или ситуации, недозволенной в мыслях и невозможной в действительности. Внутренний мир, несмотря на мрачность, населен фантазиями и полон эмоций. Это многие не поймут, как и я. Но простыми словами, как я уже говорил, никого рядом нет. Ничего. Только темнота. И вы реально думали, что я вам скажу, как я буду ощущать пустоту телом? Как видите, нет. Но как же называется чувство пустоты? Утрата чувства собственного я и ощущение пустоты при деперсонализации называется тенестезией. А теперь давайте я вам расскажу про историю пустоты. Для начала давайте я вам расскажу, как открыли ее. То есть пустоту. Космические пустоты стали объектом изучения астрофизики в середине 1700-х годов, когда астрономические обзоры, изменяющие красное смещение, стали более популярными и позволили двум независимым группам астрофизикам в 1978 году распознать сверхскопления и войды в пространственное распределение галактик. Новые обзоры добавили в двухмерные карты космических структур глубину, позволив начать создавать первые трехмерные карты, наблюдаемые Вселенной. В этих обзорах расстояние до галактик рассчитывается из величин и красного смещения, возникающего из-за расширения Вселенной. Так, нет. Я, наверное, скажу воды отпить. Это что за говно? Чё это такое? Это что? А теперь я вам расскажу про наблюдаемые характеристики войда. Войды – одни из крупнейших образований в природе, занимающие основную часть пространства во Вселенной. Главная особенность данных структур заключается в том, что в войдах плотность видимой материи значительно ниже ее средней плотности во Вселенной. Будучи главными элементами крупномасштабной структуры, войды разграничиваются галактическими нитями. Средний размер войдов достигает 40 мегапарсек, 130 миллионов световых лет. Однако во Вселенной присутствуют более масштабные пустоты – супервойды. Средний диаметр которых составляет 100 МПК. Одним из крупнейших обнаруженных супервойдов является гигантский войд с диаметром в 300 по 400 МПК. В войдах могут быть темная энергия и прогалактические облака. Кроме того, по опубликованным в 2014 году данным, астрономы из Университета Пенсильвании обнаружили в войдах небольшие искажения в направлениях распространения света, создаваемые предположительно темной материей. Для этого были использованы данные с Волгоградского цифрового небесного обзора для 40 миллионов галактик и 20 тысяч войдов. Какое формирование войда? Вопрос образования космических пустот неразрывно связан с проблемой формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Компьютерные расчеты и наблюдения подтверждают вывод, что Боже, я думал яйца. Ячеистая. Чё, блядь?
Компьютерные расчеты и наблюдения подтверждают вывод, что ячеистая структура Вселенной возникла из нагального Гауссова, поля возмущенной плотности. По современным представлениям, на самых ранних стадиях расширения Вселенной вещество было распределено почти идеально однородно. В фазу инсоляции мало повещали и случайно возникающие квантовые флуктуации поля стремительности разрастались. Они привели к неодносторонностям плотной материи, которые в дальнейшем развивали благодаря гравитационной неустойчивости. Нелинейный рост возмущенный вызвал преимущественно сжатие материи в одного из направлений, из-за чего вещество концентрировалось на каустиках, которые далее пересекались и стали нитями. Соответственно, войдами стали места с весьма низкой плотностью материи. В итоге образовалась наблюдаемая структура Вселенной, сохранение крупномасштабной однородности и изотропности. Была подтверждена возможность формирования сети, нитей и войдов по описанному выше сценарию, только если учитывать сильное влияние темной материи. Поэтому считается, что ключевую роль в процессе сыграли неоднородность и плотности именно темной материи. Сейчас, если вы досмотрели до этого момента, то я вас поздравляю. И сейчас я специально нашел для вас звуки пустоты в вакууме. Напишите в комментариях слово топ, если досмотрел до этого момента. На тебя подпишусь и лайкну твой коммент. Что же, теперь слушайте. Сегодня мы закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь. А если вы хотите вторую часть, то пишите в комментариях. А пока с вами был Жу. И всем пока-пока.